Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта. Люби меня, люби жарким огнем, ночью и В 90-е на российской эстраде случился бум, в результате которого на небосклоне засияли новые звезды. Кто-то смог удержать популярность, а кто-то канул в небытие. Все наши сегодняшние герои блистали в 90-е на большой сцене, их песни распевала вся страна, а поклонники буквально разрывали на части. В этом видео я расскажу, как сложились судьбы артистов, песни которых знала вся страна, и чем они занимаются сейчас. В шоу-бизнес Сергей Аморалов попал благодаря другу Гарику Богомазову, с которым был знаком с раннего возраста. Они решили создать свой коллектив, а на одном из фестивалей познакомились с Вячеславом Зинуровым, будущим Томом Хаусом. Так началась история отпетых мошенников. Транслируемые по всем телеканалам клипы принесли не только всероссийскую славу, но и множество поклонниц. Правда, популярность мошенников начала угасать быстро, еще в начале 2000-х, а выпущенный в 2008 альбом «На зло рекордом» не имел прежнего успеха. Несмотря ни на что, группа продолжала существовать, периодически меняя участников. Но в 2021 году вспыхнул конфликт. Вячеслав Зинуров заявил о желании покинуть группу. Он обвинил Сергея в том, что тот обманывал его, утаивая информацию о прибыли от выступлений, и недоплачивал гонорар. Освободившееся в группе место занял Алексей Радченко, а Зинуров объединился с Богомазовым, после чего бывшие коллеги начали делить авторские права на название группы. Все это прекратилось после смерти Тома Хауса в марте 2022 года. Он покончил с собой. Сергея Аморалова обвиняли в том, что он довел бывшего коллегу до самоубийства. Только в 2023 году певец решил ответить на эти слухи в программе «Малахов». Он заявил, что не признает себя виновным в смерти Зинурова, но согласился, что если бы ответил на сообщение бывшего коллеги, отправленное незадолго до смерти, то трагедии могло не случиться. Что касательно личной жизни, то Аморалов не давал повода для ее обсуждения в молодости, несмотря на то, что был окружен женским вниманием. В 2000 году артист начал встречаться с солисткой Виа Сливки, Дарьей Ермоловой, но отношения оказались сложными, и спустя 3 года влюбленные расстались. Обрести счастье Сергею удалось с моделью Марией Эдельвейс. Сейчас в семье царит гармония, детей у пары нет. Одинокий волк, ты боишься дня, но приходит ночь и тоску хранит. Первый хит Ларисы Черниковой «Одинокий волк» вышел в 1995 году. Следом в репертуаре звезды появились такие знаковые песни, как «Да ты не смейся», Да ты не смейся, не смейся, проще говоря. «Вспоминать и не надо», «Розовые очки» и так далее. За продвижение Черниковой на эстраде платил ее первый муж, бизнесмен Андрей Черников. В 1996 году мужчину нашли с огнестрельным ранением в голову на могиле отца. Убийство не раскрыли. В 1998 году Лариса посвятила памяти супруга песню «Кто?». Сняв душераздирающий клип. В 2000 году Черникова познакомилась в сети с американским бизнесменом Джеймсом. Ради замужества с иностранцем певица ушла со сцены. В 2005 году у пары родился сын Кирилл. В США Лариса занималась сельским хозяйством, живя на загородной ферме. После развода с Джеймсом Лариса Черникова стала наведываться в Россию. Она приняла участие в нескольких ток-шоу, выступила на легендах Ретро-ФМ, а также заявила, что не прочь найти мужа в России. Также певица выпустила альбом с мантрами. Исполнительница хита «Одинокая луна» Лика Павлова, более известна как Лика Стар, привлекла к себе внимание не только песнями, но и появлением на обложке Playboy. 30 лет назад без эффектной блондинки не обходился ни один концерт, а над клипами артистки работал сам Федор Бондарчук. Позже исполнительница занялась продюсированием, но потом пропала с радаров.
Стар сделала выбор в пользу семьи. Она вышла замуж за итальянца Анджело Сечи и вместе с сыном от бизнесмена Алексея Мамонтова переехала на Сардинию. У Лики родились дочь Аллегра и сын Марк. Однако брак с иностранцем затрещал по швам, и она вернулась в Россию. Также в 2019 году был представлен ремейк хита Лики Стар «Одинокая луна» с Ираклием Перцхалавой. Певица попыталась вернуться на сцену и приняла участие в 4-м сезоне шоу «Суперстар. Возвращение», но уже во 2-м выпуске, получив низкий балл, выбыла из проекта. Лика полна творческих планов и обещает в скором времени порадовать фанатов новыми хитами. Хиты «Мало огня» и «Ворона» в исполнении Линды, настоящее имя Светлана Гейман, благодаря продюсеру Максиму Фадееву, гремели не только в нашей стране, но и получили признание за рубежом. На пике популярности Линда прекратила сотрудничество с Фадеевым, но не оставила музыку и выпустила еще несколько альбомов. Певица продолжает концертную деятельность. О личной жизни Линды известно немного. В 2014 году она со скандалом развелась с греческим музыкантом Стефаносом Каркалисом, который злоупотреблял алкоголем. Последней каплей стала его выходка во время концерта на Камчатке, когда Стефанос выскочил на сцену голым и мешал Линде выступать. Детей у пары нет. Дожди, косые дожди. Музыкальная карьера Марины Хлебниковой начиналась под руководством Барри Алибасова. Сначала она пела в группе «Интеграл», а затем в «Нана». Изначально это был не бойс-бенд. Сольная карьера у певицы сложилась не сразу. Первые 2 альбома прошли незамеченными. Выстрелил 3-й «Чашка кофею». Не только благодаря заглавной песне. Хитом стала и песня «Дожди», музыку которой написала легендарный Александр Зацепин. Благодаря этим композициям Хлебникова стала звездой. Далее артистка выдала шлягеры «Стаканчик бренди», «Солнышко мое, вставай» и «Мой генерал». В нулевых карьера Хлебниковой пошла на спад. Она стала редко появляться на ТВ. На радио крутили только старые песни. Однако со сцены Хлебникова и не думала уходить. Продолжала ездить гастролями, записывать песни. Певицу подкосила гибель первого мужа Антона Логинова, с которым они до последнего были близки. Мужчина самостоятельно расстался с жизнью в 2018 году. Хлебникова в этот момент сдала, сильно похудела. Поклонники не на шутку испугались. Пошли слухи, что артистка запивает горе алкоголем. К счастью, Марине удалось взять себя в руки. Она вновь стала появляться на ТВ. Летом 2020 года спела свою «Чашку кофею» дуэтом с рэпером Рассел Рэй на шоу Андрея Малахова. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта. Технология – московская группа, созданная в 90-м году бывшими участниками биоконструктора Леонидом Вельчковским, Романом Рябцевым и Андреем Кахаевым. Название выбрали с помощью словаря, а уже в первый год начали записывать демозаписи и клипы. В 1991 году вышел дебютный альбом «Все, что ты хочешь», который привлек широкую аудиторию. В начале 90-х в составе произошли изменения, Величковский ушел, появился Васько, но спустя время его заменили новые участники. В середине 90-х годов технология столкнулась с кризисом и временно приостановила деятельность. В 2002 году коллектив возродился, групповым составом поменялся, появились новые музыканты. В 2017 году Роман Рябцев объявил об уходе, что вызвало неоднозначную реакцию. Сейчас группа продолжает активно выступать. Новости и фото с концертов публикуются в официальном сообществе ВКонтакте. В 2023 году участники технологии порадовали появлением на сцене поклонников в Москве, Тюмени и Екатеринбурге. Также они представили клип на песню «Воины света». Далее Величковский и Рябцев объявили кастинг новых музыкантов для коллектива. Они отметили, что выступающая сейчас на концертах под названием «Технология» группа Снючитайла в качестве солиста не имеет лицензий на исполнение песен. Леонид и Роман решили собрать новый состав. В мае 2024 года был представлен новый солист технологий, им оказался певец Александр Ануров. С другими музыкантами коллектива он записывал новый материал, готовились и концерты в обновленном составе. Уроженка подмосковных Люберец Светлана Владимирская начала свою карьеру в
в конце 80-х в группе «Клеопатра». Песни данный коллектив записывал на студии «Мираж» Андрея Летягина, однако особой популярности «Клеопатра» не добилась. Сольную карьеру Светлана начала в 1992 году. Уже через год она проснулась знаменитой благодаря песне «Мальчик мой». Эта песня стала визитной карточкой певицы, ее единственным хитом. В клипе «Мальчик мой» снялся никому неизвестный тогда Кирилл Андреев, работавший моделью. Через 3 года Кирилл попал в группу «Иванушки». В конце 90-х вместе со своим супругом Марком Большим, позже они развелись, Светлана перебралась в деревню Петропавловка под Красноярском. Там семья попала в общину Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом. 22 сентября 2020 года Тороп был задержан вместе с 2 другими руководителями так называемой Церкви Последнего Завета. По факту незаконной деятельности религиозной организации Владимирская была в шоке от случившегося. Рассказывала СМИ, что у них в общине все было прекрасно. Светлана действительно не похожа на сектантку, несмотря на то, что женщина уже более 20 лет живет в глуши. Она периодически наведывается в Москву. Певица неоднократно выступала на различных ретро-концертах. В 2007 году была участницей музыкального проекта «Ты суперстар» на НТВ. Артистка даже на шоу «Давай поженимся» к Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой приходила, а летом 2020-го спела «Мальчик мой» в программе «Привет, Андрей» на Россия-1. Также певица показала Андрею Малахову свою дочь Настю, которая живет в Москве и работает моделью. Всего у певицы 4 детей, а в 2012 году Светлана впервые стала бабушкой.